Ния и Тембо молчали. Каждый думал о том, что их работа – не просто защита животных. Это миссия – давать шанс на жизнь там, где надежды почти не осталось. И этот день стал одним из тех, которые они будут помнить всегда. После похоронной церемонии Нуру, так они дали ему имя, «Свет» на суахили, на станции начались долгие обсуждения. Казалось, весь персонал будто ощутил в себе не только горечь утраты, но и тихое пробуждение ответственности. Руководитель станции, доктор Каму, собрал команду на совещание и предложил пересмотреть методику реабилитации и возвращения хищников в дикую природу. Это было нелегкое решение. Ресурсы ограничены, территория огромна, а риск столкновения с доминантными прайдами львов неизбежен. Ния, будучи молодой, но опытной рейнджершей, предложила внедрить меру, которую ранее считывали как чрезмерную осторожность – временное размещение животных в коридорах безопасности, частях саванны, где вероятность столкновения с крупными хищниками минимальна. Идея требовала сотрудничества с соседними станциями. Картографирование территорий с учетом миграционных путей и установки временных заграждений из естественных материалов Тембо, который знал этот ландшафт наживую, добавил практические соображения, где лучше располагать кормовые пункты, как маскировать следы людей и транспорта, чтобы не привлекать внимание хищников. Параллельно ветеринары станции, Марк и Айша, занялись изучением медицинских аспектов. Они собрали данные по всем случаям, когда раненые хищники становились легкой добычей конкурентов, и сопоставили это с длительностью лечения, степенью потери веса и состоянием иммунной системы. Результат показал, что возвращение в естественную среду должно происходить только при хорошо выраженной восстановительной динамике. Восстановленные мышечные функции, плотность шерсти, отсутствие гнойных процессов и устойчивость к стрессу при внешних раздражителях. Тем временем в деревне, у подножия плато, местные пастухи наблюдали за происходившими событиями с осторожным интересом. Многим было не все равно. Гепарды и львы – неотъемлемая часть их жизни и опасность для скота, но и источник туристического интереса, который приносил деньги. После гибели Нуру начались долгие разговоры под акациями. Кто виноват, что можно изменить, стоит ли охранять каждую особь. В этих разговорах Ния и Тембо участвовали все чаще, объясняя простые факты. Дикая природа – это сеть взаимосвязей. Каждое вмешательство человека несет последствия, но без попыток не будет и надежды. Станция запустила образовательную программу для местных школьников. Ния стала регулярно приходить в класс, где дети, прижавшись к столам, слушали ее рассказы о спасениях, о том, как правильно вести себя при встрече с животным, какие звуки привлекают хищников и почему нельзя бросать пищевые отходы у воды. Дети рисовали Нуру, в их работах он был солнечным, смелым, улыбающимся. Это помогало людям сохранять доброту в памяти о нем. Между тем истории о Нуру разлетелись дальше. Фотографии с станции попали на сайт одной из международных организаций по сохранению дикой природы. Появился небольшой сбор средств для улучшения оборудования, портативные датчики движения, запасные бродяжные клетки, мобильный вольер. Благодаря этим средствам станция смогла закупить пару радиомаяков и начать отслеживание территорий, где чаще всего встречались крупные прайды. Это не решало всех проблем, но давало шанс лучше планировать выпуски животных на будущее. Год спустя после трагедии сотрудники станции стали свидетелями первых результатов перемен. Новая процедура оценки риска окружения позволила выбирать области для реабилитации так, чтобы минимизировать пересечения с прайдами львов. В одном из таких коридоров, отделенных естественными рельефами и зарослями, они подготовили место для последующего возвращения еще одного молодого гепарда, найденного после ДТП на дороге. На этот раз действия команды были точны. Своевременная вакцинация, постепенное введение дикой добычи для тренировки охотничьих навыков, наблюдение с помощью камер и радиомаяков. Когда пришел день выпуска,
и молодой гепард ускользнул в траву без столкновений, весь персонал вздохнул с облегчением и, возможно, увидел в этом частичку оправдания их труда. Ния и Темба сделали пласт работ. Не только спасали, но и строили сети взаимодействия с местными общинами, туристическими операторами и международными научными центрами. Их диалоги за круглым столом, вечерние разборы полетов и карт – все это постепенно рождало новую культуру отношения к дикой природе. «Мы не можем остановить законы природы», – говорила Ния детям. «Но можем сделать так, чтобы наша забота уменьшала число бед». Память о Нуру стала частью этой культуры. В школу привозили его фотографии, туристам рассказывали не только о красотах Серенгети, но и о тех, кто трудится за кулисами. Те, кто лечит и учит, кто иногда теряет и все же не перестает приходить. Женщины-рейнджеры рассказывали о том, как важно доверять своим чувствам, но держать в уме протокол и порой даже дать себе разрешение на слезы после тяжелого дня. Пастухи начали участвовать в дежурствах по локализации скота, согласовывая свои планы с рейнджерами, чтобы избегать ночных загонов на те территории, где могли быть активны прайды. Внутри НИИ что-то изменилось глубже, чем просто профессиональная зрелость. Она стала чаще смотреть на небо, замечать оттенки рассвета, слушать ветры, как они приносят запахи дальних территорий. Ее сердце смягчилось, но память о Нуру была постоянным напоминанием. Спасение — это не магия, а последовательная работа, сотканная из маленьких решений и большой сострадательной воли. Она знала, на этой земле будут и успехи, и поражения. И главное — не отказываться от попыток. В один из вечеров, когда закат разливал багрец по горизонту, Ния и Темба сидели у старого костра и молча смотрели, как искры взмывают в небо, растворяясь в темноте. «Он был светом», — прошептала она, касаясь пепла. «И иногда свет уходит, но оставляет за собой тепло, которое согревает других». Темба кивнул, взял ее за плечо и ответил: «Мы продолжаем, потому что так должно быть, ради тех, кто еще не нашел свой шанс». Эта история о маленьком и большом, о храбрости и скромной мудрости, о том, что даже поражение может стать толчком к переменам. Нуру ушел, но его след остался в новых протоколах, в глазах детей и в лучших практиках, которые помогают сохранять жизнь там, где она особо хрупка. Дорогие зрители, что вы думаете об этой продолженной версии истории? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и предложениями в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрите, и до встречи!